С этой проблемой мы сталкиваемся постоянно. Мир становится все более глобальным, и привычные рамки, привычная картина за окном, в том числе и этнические картины, меняются. В крупные города, в вузовские центры приезжает большое количество людей из других регионов, которые приносят с собой свои стереотипы поведения, свои какие-то нормы, что встречает противоречия со стороны местного населения. С другой стороны, вот это протестное настроение местного населения сказывается не только на тех приезжих, которые ведут себя неадекватно, но и на всем образе представителей той и другой этнической группы, религиозной конфессии. И под раздачу часто попадают интеллигентные, хорошо образованные люди, не похожие внешне на людей, представляющих местное население, которые ни в чем не виноваты, но вместе с тем несут на себе некий отрицательный образ, некоторый имидж, который создают отщепенцы, которые ведут себя, мягко говоря, вызывающе, а часто и криминально. Сегодня мы собрались здесь, представители Общественной палаты Российской Федерации. Рядом со мной находятся мои коллеги, отец Всеволод Чаплин и Альберт Карганов, которые представляют крупные религиозные общности, православное большинство и крупное мусульманское сообщество в Российской Федерации. Сегодня здесь представители молодежных и этнических организаций, причем разной направленности. Есть кто защищает интересы русского этнического большинства, есть те, кто представляет интересы людей, которые приезжают из разных регионов, представителей разных этносов и живут в крупных мегаполисах. Здесь есть представители прессы, представители интернет-сообщества. Я надеюсь, что сегодняшний здесь разговор будет, с одной стороны, достаточно острым, но с другой стороны, корректным, поскольку мы здесь собрались не для того, чтобы друг другу в чем-то переубедить, а пытаться найти некие ответы на вопросы, которые стоят перед обществом в целом. Это, наверное, одна из первых встреч, в которых участвуют представители молодежных объединений разных национальностей, в том числе тех национальностей, которые иногда сталкиваются друг с другом. И прекрасно, что такая прямая встреча проходит именно в стенах Общественной палаты, которая открыта для самых разных голосов и мнений. Конфликты в молодежной среде, к сожалению, стали реальностью. Иногда нам говорят с телеэкранов и с газетных страниц, особенно из отчетов чиновников, мы слышим, что все хорошо, все замечательно, нет конфликтов, есть отдельные случаи бытовых или экономических столкновений интересов. Под этими столкновениями нет ни национальной, ни религиозной почвы, ни культурной почвы. Но мы с вами хорошо знаем, что на самом деле бытовые и экономические конфликты очень часто могут перерастать в межнациональные и даже межрелигиозные конфликты, тогда, когда имеется разница культур, и тогда, когда та или иная сторона конфликта или обе стороны пытаются потянуть на свою сторону своих единоплеменников, единоверцев, членов той или иной молодежной группировки, фанатской организации и так далее. Поэтому межнациональные отношения и в среде молодежи – это зона риска сегодня, это зона очень опасной реальности. И нам с этой реальностью нужно очень серьезно работать и предлагать органам государственной власти выходы из тех конфликтных ситуаций и в целом из ситуации осложнения отношений, которые есть сегодня в нашей стране. Молодость – это пора поиска истины, справедливости, своего места в жизни, но одновременно это и пора самоутверждения, пора проб и ошибок. Молодые люди ищут свое место в социуме, стараются иногда утвердиться за счет других. Это вызывает конфликты. Это естественные конфликты. Мы все были молодыми людьми, а большинство из здесь присутствующих и сегодня молоды. И мы прекрасно знаем, как важно для молодого человека быть уважаемым в обществе, занять достойное место в обществе. И всегда это сопровождается определенными спорами, иногда конфликтами, иногда столкновением интересов. Иначе ни в одном обществе не было никогда. Но в то же время очевидно, что часто эти процессы самоутверждения и конфликта
интересов, связанных с самоутверждением, могут кончиться большой бедой, если один из этих конфликтов или несколько этих конфликтов взорвет межнациональные отношения в стране. Есть разница культур, конечно, есть. Есть связанное с этой разницей недопонимание одной частью молодежи, другой частью молодежи. Как разрешить эти конфликты, как выйти из них? Я совершенно убежден в том, что самый лучший способ их разрешения – это не ждать, когда кто-то умный, взрослый, облеченный властью, за тебя что-то придумает, а вступать в прямой диалог и вырабатывать взаимоприемлемые правила общежития, которые эти правила молодые люди сегодня могли бы предложить власти и обществу, и предложить, в частности, для того, чтобы сделать их частью нормы, частью правового поля. Нас сегодня пытаются часто обучить безжизненным рецептам построения человеческого общежития, о которых нам навязывают некоторые международные организации. У нас всегда были в России и свои рецепты мирной совместной жизни людей разных национальностей. Нам нужно обновить эти модели, нам нужно обновить способность к прямому диалогу и к тому, чтобы молодые люди без предубеждений, без предварительных условий договаривались бы друг с другом о том, как вместе жить, и эти договоренности предлагали старшему поколению в качестве примера. Я не боюсь этого слова. Известно, что у нас есть определенное количество людей, которые настаивают на том, что общественное пространство должно быть полностью светским, свободным от религии. Есть определенное количество людей, особенно в исламских регионах, которые считают, что общественная жизнь должна строиться на основах, на основе принципов, связанных с религией. И тех и этих людей нужно уважать. И те, и эти люди никуда не денутся из нашего общества. Я считаю очень опасными утверждения о том, что одна или другая сторона этого спора не имеет права на то, чтобы определять жизнь своего малого социума или жизнь нашего большого социума. Любые идеи, любые общественные модели имеют право на состязание в честном споре и на то, чтобы мирным путем эти модели принимались, мирным путем эти модели утверждались среди тех людей, которые хотят их утверждать в собственной жизни. Поэтому я считаю, что спор о месте религии в жизни того или иного народа, того или иного селения, той или иной социальной группы должен вестись максимально открыто, без предубеждений, без навязывания той или иной модели отношения к религии в жизни общества со стороны лиц, которые эту модель не исповедуют. И поэтому я считаю очень-очень важным, чтобы этот вопрос также обсуждался открыто, особенно в ходе диалога на Северном Кавказе и в ходе диалога между жителями Северного Кавказа и жителями остальной России. Где мы знаем, что Россия изначально складывалась как многонациональное поликонфессиональное государство, ее еще называют Святой Русью, мы с этим согласны в том, что и мусульмане, и наши братья православные принимали веру добровольно в России. То есть не было никакого такого насильственного акта. Но тем не менее сегодня происходят некоторые проблемы, да, и они есть, нельзя на них закрывать глаза. Вы знаете, видимо, то, что не хватает сегодня внимания нашей молодежи, когда в центре, в регионах, даже пресловутые спортзалы молодежь не может посещать бесплатно, скажем, да, не каждая семья может себе позволить посещать спортзал, приходить детям играть, то это, конечно, вот с этого и начинается, возможно. Да, и то, что сегодня молодежь иногда не видит вот пути самореализации и как бы использовать свой потенциал, помочь. Вот здесь, конечно же, и власть, и институт гражданского общества, и молодежь, мы должны вместе все об этом подумать. Потому что ведь на улице
так скажем, да, выходят не пенсионеры, а именно молодежь. И молодежь недовольная. И мы должны сегодня найти, разговаривать с нашей молодежью на их языке, должны выстроить правильный диалог между нами. Что касается вопросов межнациональных, межрелигиозных отношений, вы все прекрасно знаете, ну, конечно, не лишне об этом сказать, что проблем нету. И это складывалось изначально, слава Богу, есть полное взаимопонимание. Даже если почитать отца Александра Мени, как он писал о том, когда еще во время воинствующего атеизма разрушали храм в Поволжье, когда мусульмане занесли обратно в алтарь стол вот в алтаре, да, и те просто опешили, были удивлены, как же так, что вот не христиане, а мусульмане вот такой поступок совершили. И что интересно, вот еще наши дедушки и мамы живые рассказывали, как их ссылали в Сибирь, и они вместе пихту пилили, там, да, батюшка с одной стороны, имам с одной стороны, и они просто, вот была вот такая ситуация. Но есть еще момент такой, что мы должны понимать и должны найти золотую середину между патриотизмом и национализмом. Мы в России держатели вообще-то золотых акций дружбы народов, мы должны этим дорожить и должны дальше это развивать. Что касаемо ислама, хочу сказать о том, что однозначно нету места провокаторам в исламе. Нельзя использовать в своих корыстных целях святую истину. Коран говорит от имени Всевышнего, это совершенно запрещено. И просто используя, возможно, невежество даже самих верующих людей, мы видим, как некие политики в угоду своих корыстных целей подменяют понятия, и начинается потом вот это вот очень нехорошие действия. И от этого в первую очередь страдают сами мусульмане. Мы уже устаем оправдываться от того, что мы не радикалы, что мы не экстремисты, что мы хотим также мирно и в понимании и в доброжелательстве жить. Но здесь вопрос, конечно же, возникает образование. Да? Наша молодежь должна знать культуру народов, и мусульмане должны знать культуру соседей своих. И наши соседи должны знать, что мы никакие не дикари, там, да, что мы живем цивилизованной, культурной жизнью, и к этому призывает нас наша вера.